Ты только приехал в Испанию и уже все понимают, что ты турист? Шорты в ноябре, кроссовки с белыми носками, огромный рюкзак за спиной и оля на весь квартал. Знакомо? Не переживай. Сегодня я расскажу, как не выглядеть туристом в Испании и почувствовать себя здесь своим. И это важнее, чем кажется. Да, я уверена, будут люди, которые захотят захейтить это видео. Мол, зачем я это вам рассказываю, мол, и так это все понятно. Но именно туристов обворовывают в Испании в первую очередь. И именно они страдают здесь раньше, чем местные. Поэтому это видео своего рода гайд, чтобы обезопасить себя во время вашего пребывания в этой стране. Привет, меня зовут Наталья, я живу много лет в Барселоне и много лет веду индивидуальные уроки испанского языка для русскоязычных. А также этот YouTube-канал был создан для тех, кто уверенно хочет говорить и жить в Испании, а не просто выучить язык. Я сама прошла путь адаптации, была и растерянным новичком, и человеком, который знает, как здесь все устроено. Сейчас я также развиваю свои другие проекты в Испании и делюсь опытом с теми, кто только что переехал, либо готовится к этому шагу. Итак, испанцы, да, они эмоциональны, но шумности рознь. Они общаются своими, в своей среде, на своем языке и в своем ритме. И вот когда человек заходит в кафе, все озирает, громко говорит на ломаном «Hola, amigo», показывает пальцем, его сразу видно. Это вообще не про темперамент, это про то, что он просто выпадает. Турист отличается даже не скромностью, а растерянностью и неуместностью. Если хочешь не выделяться, постарайся двигаться, говорить, реагировать как местный. Не спеши, не суетись, не бойся тишины. Испания любит естественность. Одежда, которая просто кричит «турист». И как одеваться, как местный. Хочешь моментально выдать себя за туриста? Как я уже говорила, надень шорты где-то в ноябре, футболку с флагом своей страны, либо страны, в которой ты уже побывал, спортивные кроссовки с белыми высоко задранными носками и большой туристический рюкзак. Испанцы, да и вообще любой это считает за секунду. Но если ты хочешь вписаться, обрати просто внимание на то, как одеваются местные. Даже в жару они не бросаются в крайности. Стиль расслабленный, но аккуратный. Даже если это кроссовки, они всегда чистые. Даже если футболка, она хорошо сидит. Белые носки поверх штанов, туристическая кепка или рюкзак на груди – это стопроцентный маркер «я не отсюда». Также сюда можно отнести кричащие лейблы, либо слишком спортивный стиль, когда явно видно, что человек прогуливается, а не идет из тренажерки. И да, в ноябре у нас может быть плюс 20, но испанцы уже достают легкое пальто, чтобы казаться по сезону. Поэтому хочешь выглядеть своим? Смотри не на температуру, а на сезон. Поведение и язык обычно выдают туриста. Один из главных маркеров туриста – это громкость и поведение. Ирония в том, что мы часто думаем, что испанцы, они шумные. Да, это так, но они шумные в кругу семьи, в баре, на дискотеке или на футболе. Но в магазинах, на улице, в транспорте они скорее сдержанные, особенно по сравнению с туристами из Восточной Европы, а также гражданами из Латинской Америки, которые обсуждают цены на всю очередь, либо слушают музыку так, что думают, что она всем нравится и все обязательно хотят ее послушать. Если хочешь не выделяться, не разговаривай громко в метро либо в автобусе. Не кричи «Оля» всем подряд в супермаркете. Не показывай пальцем и не тарахти по-русски с подругой, как будто вы дома на кухне и вокруг вас никого нет. А еще испанцы не пристально разглядывают людей. Это просто может показаться невежливым. Они уважают личное пространство. Если ты уставишься на кого-то в кафе либо в том же метро, это может быть воспринято странно. Попробуй общаться как местный, даже если для тебя испанский это еще дебри. Ты можешь быть одет идеально, но откроешь рот и все, всем сразу стало понятно, что ты не местный.
Не волнуйся, здесь дело совершенно не в акценте. Акцент он есть у всех. Здесь важно другое, фразы, которые ты используешь при общении. И вот тут все просто. Хочешь не выглядеть туристом? Используй живые испанские выражения, а не типичные фразы, которые обычно указаны в различных пособниках по изучению испанского языка для иностранцев. Вместо «Hola, quiero café» скажи «Hola, ¿me pones un café, por favor?» Вместо «Gracias» по поводу и без повода попробуй «Vale, perfecto» или «Qué bien». А также вместо типичного «Adiós» используй «Hasta luego». Или, если вы с этим человеком уже знакомы и виделись не первый раз, можете сказать «Venga, hasta luego». Здесь важная фишка, то что испанцы любят и ценят ваше старание говорить на их языке. Даже если ты ошибаешься, но стараешься говорить на их языке, они воспримут тебя за своего. Заведи себе карманный набор фраз. 10-15 выражений, которые ты можешь использовать каждый день. ¿Qué tal todo? Lo de siempre. Genial. ¿Te va bien? Venga. Hasta luego. Испанцы не используют телефон как для карт, переводчиков и всего остального. Если ты хочешь выглядеть туристом, то советую идти по улице, уткнувшись в телефон, что-то там листая в Google Maps, одновременно пытаясь сделать сторис, сфоткать себя, перевести меню проходящего мимо кафе, а также понять вообще, где ты находишься. Это классика для туриста, растерянный взгляд. Телефон в руках, зум на вывеске, пауза перед каждым зданием, фото кафе с каждой чашкой кофе. Что делает местный? Он знает маршрут. Даже если пользуется навигатором, делает это ненавязчиво. Фото? Да, конечно, испанцы тоже делают селфи, но делают это очень как не мешая другим. Переводчик? Тоже, если это необходимо, испанцы тоже используют его. В Испании, для тех, кто не знал, есть еще и каталонский, валенсийский, миноркин, баский и куча других диалектов и сленга, на которых общаются люди помимо испанского кастильского. Поэтому переводчик тоже используется. Но они это делают как бы тихо, не вызывая к себе дополнительного внимания. Также испанцы смотрят вокруг спокойно, не торопясь, а не ищут что-то в экране своего телефона. Здесь фишка, если хочешь выглядеть уверенно на улице и не вызывать дополнительного внимания к себе, подготовься заранее. Просто запомни нужные фразы, адреса, маршруты. Посмотри, где поворот. И даже если включаешь навигатор, просто держи телефон рядом. Не верти им, как флагом, показывая это всем. У меня для тебя лайфхак. Сделай папку «Испания» на телефоне. Заметки с важными фразами, скриншоты карт, адреса любимых кафе, фото, которые хочешь выложить позже, а не стоя на перекрестке и тем самым привлекая всех воришек вокруг. В Испании есть такая фишка, как «не мешай другим». Ты должен понимать, что здесь работает все по-другому. Есть такие вещи, которые сразу показывают, что ты не местный. Это не только одежда и акцент. Это как ты двигаешься, как разговариваешь, да и вообще как ты существуешь в пространстве. Что выдает туриста? Стоим посреди тротуара с чемоданом или телефоном. Медленно идем по узкой улице, тормозим всех, кто спешит на работу. Громко обсуждает что-то по телефону, в метро или кафе. В ресторане турист встает с места, чтобы что-то спросить. Фоткает еду, меню, интерьер, людей без разрешения. Как же делают сами испанцы? Они уступают проход, если видят, что мешают. Не говорят громко на весь зал, ни на русском, ни на английском, да даже не на испанском. Не размахивают руками, не задерживают всех. Сначала наблюдают, потом действуют. Всегда улыбаются, смотрят в глаза, извиняются и не лезут без очереди. Конечно, есть и исключения. Испанцы очень чувствуют атмосферу. Если ты ведешь себя уважительно, с интересом, спокойно, мягко, они сразу открываются тебе и принимают тебя за своего и пытаются всячески помочь в любой ситуации.
Как ты уже понял, быть в Испании своим – это совсем не про акцент и не про прописку. Это про то, как ты себя ведешь, как ты видишь других, как уважаешь их культуру. Никаких специальных перевоплощений не нужно. Просто нужно научиться чувствовать эту страну. И я здесь, чтобы тебе в этом помочь. Если хочешь не просто не быть туристом, а чувствовать себя уверенно в Испании, смотри другие мои видео, там тоже много полезностей. На этом канале новые видео выходят каждую неделю. Темы «Жизнь в Испании», язык, адаптация, лайфхаки, культурные особенности и многое другое. И, конечно, много уроков по испанскому простыми словами и без зубрежки. Если хочешь индивидуальную помощь, заглядывай в описание. Там есть мои контакты, ссылки на уроки и другие соцсети, где мы обычно общаемся более близко. Обязательно подпишись, если ты хочешь чувствовать себя уверенно в Испании, понимать испанцев и начать говорить красиво, без страха и ошибок. И, пожалуйста, напиши в комментариях, что из этого видео для тебя оказалось неожиданным и что ты будешь применять. Если хочешь продолжение, например, как говорить как местный, пиши в комментариях, я сниму для тебя еще больше такого контента. А на сегодня это все. До следующего видео на этом канале. Habla español con alegría. Hasta pronto.